Здравствуйте, здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! Будем сейчас готовить еще одно очень вкусное блюдо на зиму. Заготовка состоит из баклажанов, перца, чеснока, лука и томатов. Но давайте все по порядку. Итак, у меня 2 килограмма 300 граммов очищенных баклажанов, порезанных на кубики. Если есть необходимость, допустим, купленные баклажаны или собранные раньше за несколько дней, то нужно обязательно кубики поместить в солевой раствор. Отжать. Вот они у меня готовы. Они были немножко, потому что разные сроки сбора. Вот 2 килограмма 300 грамм чистых. Что я делаю сейчас? Я добавляю в баклажаны. Это у нас основной ингредиент. Добавляю 1 пакетик шашлычной приправы. Именно шашлычные. И сюда же еще пол-пакетика прованских трав. Не помешает. Аромат обалденный получается. Теперь это все перемешиваю. Очень тщательно перемешиваю, чтобы специи полностью попали на каждый кусочек. Это обязательное условие. Они будут у нас где-то около часа пропитываться. А сейчас, для того, чтобы они не потеряли форму, когда будут вариться, я еще взбила 2 яйца и добавляю сюда же взбитые 2 яйца. И снова же перемешиваю. Итак, у нас баклажаны созревают к приготовлению. Вот, прекрасно получились. Аромат, конечно, очень приятный, шашлычный такой. Теперь беру красный перец, мою. И у меня тоже килограмм чистого, вот порезанного такими кусочками. Можно кубиками, можно в длинку. Ну а сейчас будем в дальнейшем следующие ингредиенты готовить к приготовлению этого замечательно, очень вкусного блюда на зиму. Килограмм плотных томатов. Режу на кубик, очистив предварительно, очистив от кожуры. Кожицу сняла и порезала произвольными кубиками, прямоугольниками. Здесь из килограмма томатов вот такая вкусняшка. 100 граммов чеснока и измельчила через чесночницу. Чеснок готов. Не бойтесь, 100 грамм чеснока, это в закатке потом зимой только запах останется и особый вкус и аромат. И килограмм лука измельчила, полукольцами порезала. Все ингредиенты практически готовы. Начнем. Когда чеснок чуть-чуть потушился, добавляю сюда порезанный лук и тушу. Когда лук становится таким мягеньким, желтеньким, я добавляю сюда перец сладкий. Перемешиваю перец с луком и добавляю сразу же 5 ложек сахара. Именно сейчас нужен сахар для того, чтобы закрепить цвет перчика и чтобы он целенькими кусочками остался. Минут 5-7 потушился перчик. Вот сахар и перец вот вместе получилось, что дал сок перчик с сахаром. Цвет очень красивый. Ну и пора уже сюда отправлять томаты, порезанные кубиками. Баклажанов стало еще меньше. Вот они пустили сок, я их отжала. И теперь у меня еще 5 минут вот потушилась вся масса, чеснок, лук, перец и томаты. 5 минут. И теперь я закладываю сюда все баклажаны. Перемешиваю и начинаю. Все овощи уже на месте, поэтому я добавляю еще 3 ложки сахара и неполную ложку столовую соли. По поводу соли, это уже по вкусу надо пробовать. Но вот для этого рецепта мне понадобилось всего 8 ложек сахара. Очень пикантный и нежный вкус получается. Овощи томятся. Оставим их под закрытой крышкой и еще уменьшу огонь.
И так 40 минут. Каждых 5 минут помешивание, очень аккуратное. Вот такой вид через 40 минут у моей вкусности. Овощное такое вкусное рагу своеобразное. Добавляю вот не полную ложечку чайную или полную кофейную лимонной кислоты. Перемешиваю и еще 10 минут кипячу. Все, баклажанное рагу практически готово к закрытию. Чашечкой набираю прикипяченные баночки, крышечки и закрываю. После этого еще укладываю в теплые вещи. Баклажанное рагу на зиму готово. Всем пол-литровых баночек. И немножко, пока не съели, в тарелочке осталось. Баклажанное рагу на зиму готовила Раиса Горяченко. Вы были на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород и цветы. Всего вам доброго, хороших, вкусных блюд на зиму. Приятного аппетита всем!